Привет, друзья! Если у вас есть 2 кабачка и 5 минут времени, приготовьте этот простой, быстрый и очень вкусный рецепт. Кабачки получаются очень нежные, а блюдо готовится проще простого. Беру 2 кабачка небольшого размера и нарезаю тонкими кольцами. Кабачок немного подсаливаю и оставляю на 5-10 минут, чтобы кабачок за это время пустил сок. Пока кабачки отдыхают, разбиваю в миску 3 яйца. Этот рецепт очень простой, и блюдо готовится так быстро, что можете сразу ставить разогреваться в духовку. Перемешиваю яйца до однородности. Немного солю и перчу черным молотым перцем по вкусу. Нарезаю небольшой пучок петрушки. Вместо петрушки вы можете взять укроп. Укроп идеально сочетается с кабачками, но с петрушкой или с другой зеленью тоже получится очень вкусно. Выдавливаю 1 зубчик чеснока. Всыпаю 60 грамм муки, чайную ложечку разрыхлителя. И все хорошо перемешаю при помощи венчика или вилочки до однородности. При таком способе приготовления комочков в тесте никаких не будет. Добавляю полстакана 100 мл молока и еще раз все хорошо перемешиваю. Кабачки уже постояли, из них выделился сок, и я промакиваю сок при помощи бумажных полотенец. Кружочки кабачков отправляю в миску с тестом. Все перемешаю, чтобы тесто покрыло каждый ломтик кабачка. И сюда же натираю 60 грамм сыра. Сыр можете брать любой по вашему вкусу. Осталось еще раз все хорошо перемешать. И я буду запекать кабачки в духовке. Форму застелила пергаментом и смазываю растительным маслом, чтобы ничего не прилипло к форме. Кабачки выкладываю в форму и равномерно распределяю, разравниваю по всей форме. Друзья, напишите, пожалуйста, из какого города или страны вы смотрите мое видео. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Мне очень радостно, что вы смотрите меня по всему миру. Отправляю кабачки в духовку. Температура духовки 180 градусов, и кабачки будут запекаться 25-30 минут. Запекаем до красивой золотистой корочки, и как только вы почувствуете невероятно вкусный аромат, доносящийся из духовки и распространяющийся по всему дому, можете звать всю семью за стол, наши кабачки полностью готовы. Посмотрите, друзья, мы всего лишь взяли 2 кабачка и приготовили такую вкуснятину из самых простых и доступных продуктов. Такая пицца или запеканка из кабачков получается очень нежной. Она внутри настолько нежная, что просто тает во рту. Я вам искренне рекомендую приготовить этот рецепт. И, конечно, готовьте сами, делитесь с друзьями, пусть эту вкуснятину попробует как можно больше людей. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я рада каждому из вас и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Приятного аппетита и скоро увидимся!